мастер десантных операций. Такой десантник-штурмовик, популярный сейчас мем в интернете, в мировом, не только в российском, шагающий доктор Ливси. Посмотрите, когда Петр I покупал у пораженной Швеции Прибалтику и заплатил, как известно, 2 миллиона ефимок. Примерно половину этой суммы из того, что Ласси у них же утащил во время своей десантной операции. В Германии его звали Карл Генрих Нассау-Зигенский, в России Николай, во Франции Шарль Отто Нассау-Зиген вступил в самую что ни на есть интимную связь с женой вождя местного таитянского племени, чтобы доказать свою лояльность. Завез из Франции в Массандру виноградные лозы. По легенде, по-русски он знал только 2 команды. «Вперед! Пирог! Пирог!» произносил как «пирог», нашим слышалось. И грибная флотилия все-таки «гриби». Наши матросы прозвали его «пирог с грибами». Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, добрый день. Я обращаюсь ко всем вам и подписчикам ВКонтакте, Рутюбе, Ютубе, к зрителям канала «Культура», к радиослушателям, к тем, кто слушает подкасты, всеми способами, которыми мы можем с вами общаться в рамках нашего проекта «Рассказы из русской истории». И сегодня, по традиции, мы отвечаем на ваши вопросы. Вопросы будут у нас узкоспециализированные, посвященные XVIII веку, в общем-то, посвященные русской военной истории XVIII века и некоторым интересным ее героям. Будут и герои из романов, из Валентина Пикуля, герои настоящие, живые, реальные. Я очень благодарен вам за эти вопросы, благодарен за то, что вы ставите оценки, пишете письма, пишите комментарии. Это, кстати сказать, полезно, потому что помогает продвигать канал. Многие из нас не знают, но вот я сам в процессе чтения этих лекций на телевидении и в интернете просветился. Мне рассказали, что чем больше ролик, запись в интернете собирает комментариев, чем больше ставится разного рода оценок, положительных желательно этих, лайков, тем большему количеству потенциальных любителей истории умные алгоритмы рекомендуют это видео. А значит, чем вы активнее реагируете, тем больше наших с вами друзей, единомышленников сможет узнать что-то интересное из русской истории. Поэтому мы будем делать благое дело, комментируйте, критикуйте, а лучше предлагайте, ну или хвалите, тоже приятно. Итак, первый вопрос от наших телезрителей следующий. Расскажите, спрашивает наш подписчик, про фельдмаршала Ласси. Слышал, это был один из самых успешных наших военачальников, а имя его сегодня вспоминают так редко. Хороший вопрос. И человек хороший. Петр Петрович Ласси, чуть помладше Петра I, наш фельдмаршал ирландского происхождения. Вот кто из вас читал «Остров сокровищ»? Доктор Ливси в советском фильме, кстати, замечательном фильме 1937 года «Остров сокровищ», там доктор Ливси ирландец, я, честно говоря, не помню, ирландец ли он в книге, но в фильме он не только ирландец, он еще один из вождей ирландского восстания против британских колонизаторов. Время было такое, сюжет немножко сделали классово-революционным. Посмотрите, замечательное кино. Вот там доктор Ливси стал как раз доктором то ли Ласси, то ли доктором Лайси, ирландцем-революционером. Тоже, кстати, бывшим военным. Я к чему вспоминаю, чтобы вам было легче запомнить. Ирландец, Ласси, Ливси, Лайси. Это, кстати, популярный сейчас мем в интернете. В мировом, не только в российском. Шагающий доктор Ливси. Посмотрите. Тот самый ирландский доктор. Отвлеклись. Действительно, успешный вообще практически, как Суворов, не проигрывавший сражение полководец. Начал службу в России совсем молодым. Приехал, можно сказать, юношей вместе с герцогом де Круа из Австрии
к Петру Первому. Мы помним, что молодой Петр, уехав из-под Нарвы, когда туда приближались войска Карла XII, именно герцог де Круа ставил командовать всей объединенной русской армией, и именно герцог де Круа совсем с этим не справился. Может быть, и никто бы не справился. Де Круа еще и сдался в плен. Поступил совсем нехорошо, отдал свою шпагу. Ласси плен не сдался. До революции так писали. Это из одного биографического справочника. Зацитирую вам. Кавычки открываются. Россия обязана этим славным военачальникам, то есть Ласси, герцогу де Круа, разбитому под Нарвой. Он представил Ласси Петру Великому. Ну, я не думаю, что Ласси там чем-то сильно обязан герцогу де Круа. Тогда многие иностранные офицеры сдались в плен шведам, а вот Ласси не сдался. И Шереметьев Борис, будущий фельдмаршал, произвел его в капитаны и назначил командиром роты. Вот с этого момента капитан, командир роты, началась карьера и служба военная Ласси в России. Продлилась эта служба ровно 50 лет. Дорогие друзья, вот видите, здесь мы с вами переместились. Переместились из нашей студии в соседнее помещение. Музей истории военной формы. Москва, центр, Большая Никитская, 46. Здесь такое количество уникальных старинных экспонатов, что я не рискнул тащить их с собой на телевидение. И вот, говоря о Лассе, который к Полтавскому сражению, напомню вам, уже полковник, не могу не показать вам свой любимый экспонат. Настоящий шведский кавалерийский палаш. Шведы – самая лучшая кавалерия в Европе на тот момент. Не потому, что кони особые, а потому, что организация. Потому что порядок, дисциплина и невероятная выучка и слаженность. Лучшая кавалерия в Европе начала XVIII века. И вооружена она вот такими, подлинный экземпляр, 300 лет, шведскими кавалерийскими палашами. Смотрите, ну, судя по количеству выбоин, в бою бывал и не раз. Выровнять, заточить не смогли. Вот нечастая вещь. Профессионалы знают специально, чтобы вставить палец большой. Вот так. Управлять удобнее, держать крепче. Удобнее, конечно, рубить, чем колоть. Но тут тогда все умели. Такими кавалерийскими палашами были вооружены шведские солдаты под Нарвой, и под Полтавой, и под Лесной. Как он попал к нам? Может быть, в составе обоза под Лесной, может быть, взяли в плен, может быть, подобрали у убитого. И потом уже воевал он и против шведов. Удобный, прекрасно сбалансированный, легкий. Ласси вполне мог держать такой в руках, а уж кто-то из его подчиненных солдат точно использовал в бою. Приходите, редчайшая вещь. Вообще не уверен, честно говоря, есть ли в нашей стране еще один такой. Может быть, где-нибудь в самых закрытых коллекциях. Ну и, конечно, поскольку мы говорим с вами, что талант Ласси раскрылся как большого полководца во времена Анны Иоанновны, войны в Польше, войны в Крыму. Вот книга об Анне Иоанновне. Что может быть лучше? Лажечников «Ледяной дом». И сегодня с опоем можно читать этот роман. Замечательное научное предисловие к нему доктора исторических наук Татьяны Черниковой, одного из авторов учебников для школы по истории. Еще серия «Собиратели земли русской». Тема интересна. Вместе под одной обложкой художественная литература, предисловие к этой литературе профессиональных историков, воспоминания иностранцев об этой эпохе и статьи лучших российских историков от Ключевского, Соловьева, Костомарова до Тарля, Скрынникова, опять же, об этом времени. Рекомендую. Ну и, конечно, самое главное в этой книге, помимо художественного романа, это блестящий биографический очерк, скорее историческая повесть моего любимого историка Павленко, которая так и называется, Анна Иоанновна, одного из лучших специалистов по истории XVIII века. Всячески рекомендую. Воевал,
служил под Полтавой, уже полковник. Тяжело ранен, к слову сказать. Мастер десантных операций. Такой десантник-штурмовик был офицер Ласси. В самом конце Северной войны десантный отряд возглавил, который высадился не абы где, а в Швеции, в окрестностях Стокгольма. Наводил там ужас, награбил добра и вывез из Швеции на целый 1 миллион таллеров. Так что впоследствии, когда Петр I покупал у пораженной Швеции Прибалтику, ну, чтобы закрепить со всех точек зрения наше приобретение, и заплатил, как известно, 2 миллиона ефимок шведской короне за и так принадлежавшую уже де-факто России Прибалтику, ну и побережье Петербурга, вот эти окрестности все. Можно сказать, что примерно половину этой суммы Петр вернул просто шведам из того, что Ласси у них же утащил во время своей десантной операции. При Петре он дослужился до генерал-лейтенанта. Тогда это называли генерал-поручик. Ну, а вообще его полководческая звезда взошла при Анне Иоанновне. Вот там он отправился во главе нашей армии сначала в Польшу. В Польше мы решали, кто будет польским королем. Мы помогали одному поляку, скорее немцу, Августу Саксонскому, бороться за польский трон с другим претендентом, Станиславом Лещинским. Самая сложная задача у Ласси была, как пройти через всю территорию Польши и при этом не грабить и не мародерствовать. У него была инструкция за все платить полякам только русскими деньгами, чтобы они соглашались их брать. Ну вот как-то у него получилось. Справился, не очень понимаю как. Платил за все только российской монетой. Наверное, монета у нас была конвертируемая, крепкая. Ну, в конце концов, серебро есть серебро. Захватил Прагу. Это предместье Варшавы с востока. Помните, который потом впоследствии штурмовал Суворов? И дальше показал себя специалистом по избирательным технологиям. Поскольку оппозиция, кто был за Станислава Лещинского, контролировала Варшаву с другой стороны реки, а Ласси стоял в Праге, то Ласси собрал сейм в Праге пророссийско настроенных магнатов, избрал на этом сейме королем Августа, нашего кандидата, и в честь избрания устроил такой праздничный салют, такой грохот холостыми из всех орудий, такую пальбу-стрельбу, что, услышав и увидав все это на другом берегу в Варшаве сторонники Лещинского, совсем пали духом, поняли все правильно и без боя бежали. Второй большой успех Ласси – это войны с Турцией. Сначала он взял Азов. Помните, после неудачного прусского похода мы туркам вернули. А потом новая успешная десантно-штурмовая операция – вторжение в Крым. До революции в военных справочниках писали, что это была беспрецедентная военная экспедиция, что Ласси обессмертил свое имя славным походом в Крым. В общем, молодец. Крымское ханство, до этого столетиями со времен еще московских князей, все время терроризировало Москву, совершая грабительские набеги на русские земли, похищая людей. И, честно говоря, чувствовали себя в безнаказанности, потому что прятались они потом за укреплениями Перекопа. И что только мы не пытались сделать, вспомним и крымские походы Василия Голицына, того самого фаворита предполагаемого царевны Софьи, и неудачный прусский поход Петра. Не могли мы с Крымским ханством справиться, вторгнуться на территорию не получалось до поры до времени. Мы об этом и не мечтали. Этот порочный круг разорвал генерал Ласси. Он не пошел через Перекоп, через укрепление. Он пошел в обход. Сначала на вот этой Арабатской косе навел мост. Потом из пустых бочек, сотен и сотен пустых бочек, приказал солдатам наделать плотов. И так и переправил армию через узкий рукав, отделяющий косу от Крыма. А кавалерия просто переправилась вплавь. Крымский хан не знал, что делать. Ему надо было как-то пытаться остановить русскую армию в поле. Ну, понятно, что в поле он был разбит. В итоге мы захватили у крымцев серьезную куш. 30 тысяч быков оттуда увели, 100 тысяч баранов. С разного рода другими трофеями русская армия вернулась из Крыма. Через год, так чтобы запомнили навсегда, Ласси повторил свой успех. Хан опять ждал русских у Перекопа и в районе того самого места, где они переправлялись на бочках.
Но Ласси снова его обманул. На этот раз русская армия перешла по дну. Небольшой был участок, который летом пересыхал. Надо было только знать правильный момент и все рассчитать. Можно было вброд переправиться. Снова наши зашли крымцам в тыл. Снова захватили все пушки на линии Перекопской обороны. Саму Перекопскую линию разрушили. С этого самого момента крымский хан понял, что продолжать и дальше совершать свои набеги на русских – это себе дороже. Новая война Ласси, русско-шведская, очередная. Очередная попытка шведов взять реванш за поражение в Северной войне от Петра Великого. Ну и снова, как всегда, безуспешно. Ласси командует всей нашей армией, занял всю Финляндию. Шведская армия окружена, капитулировала. Правда, в этот раз мы не стали присоединять Финляндию к Российской империи. Елизавета ограничилась небольшими территориальными приобретениями. Для нее главным условием было то, что она поставила своего человека на шведский трон. Это был родной дядя супруги наследника престола, будущей Екатерины II. Кстати, этот же дядя был когда-то еще опекуном малолетнего Карла Ульриха, будущего Петра III в Гольштине. В общем, Елизавета Петровна добрая женщина, русская барыня добрая, как называл ее Ключевский, наивно полагала, что, встав на шведский трон, этот немецко-шведский родственник и обжора станет там нашим человеком, всем нам обязан. Никаким нашим он не оказался. В политике все это не работает. Но вернемся к Ласси. Ласси чем молодец? Освобождая Финляндию, он как-то так правильно простраивал с финнами отношения, что финны не только не озлобились, а наоборот массово вступали в русскую армию. И даже в русской армии сформировалось несколько добровольческих полков финнов, которые сражались не за шведов, своих хозяев, а за интервентов, то бишь за освободителей, за русских. Это заслуга Ласси и правильная имперская политика. С финскими солдатами много интересных связанных историй. Я, поскольку имею честь многие последние годы работать в Русском военно-историческом обществе, попечительский совет Русского военно-исторического общества возглавляет большой любитель, наш знаток военной истории России Сергей Борисович Иванов. Сергей Борисович нашел интересный исторический факт. И теперь у меня в кабинете есть копия, точнее говоря, большая красивая цветная фотография флага, очень редкого флага. Флаг наградной за успешное и героическое участие в подавлении польского восстания, очередного военного мятежа 1830 года. Вот все хочу польскому послу копию отправить. Или финскому, а может быть им обоим. Ну, пусть знают историю. Как храбрые, горячие финские парни на службе Российской империи расправлялись с польскими мятежниками, потому что восстание 1730 года, в отличие, кстати, от других мятежей гордых поляков, было настоящей военной изменой, настоящим военным мятежом. Отсылаю вас к другим своим лекциям, в том числе про Муравьева-вешателя, как его называли поляки. Там я подробно об этом рассказываю. Это восстание было военным мятежом, по сути, войной между польской армией и российской. Финны были за нас. Что еще можно рассказать интересного про Ласси? Война со шведами была последней его войной. В автобиографии он писал, в кавычки, «Я находился везде на воинских потребах, а именно в 31 кампании, на генеральных 3 баталиях, 18 осадах и при многих взятиях крепостей, где немало раз и ранен». До революции, как раз в справочнике полководцев России, фельдмаршалу Ласси дали такую характеристику. Он никогда не проявлял наклонности прославиться напрасным пролитием чужой для него русской крови. Ну, то есть берег русских солдат. Хороший человек. Генерал-майор Дмитрий Масловский, известный военный историк XIX века, так писал. Этой армии он отдал 50 лет своей жизни. И, умирая, мог сказать, что вся его жизнь была дана, кавычки, на потребу воинскую его второй родины. Жаль, на самом деле, что сегодня его имя забыто. Немного личного
Он женился как раз во время Северной войны на немецкой графине, вдове другого графа, шведского. Владения этой немки и ее шведского супруга были в шведской Эстляндии. Сегодня это Эстония. В браке родилось много детей. Тогда много было детей в семьях. 4 сыновей, 5 дочерей только выжили. Дочерей он всех выдал замуж в России. Одну за рижского генерал-губернатора, другую за тайного советника, еще 3 за русских генералов. А вот сыновей приучал пробиваться самостоятельно. И вот один из них по имени Франц отправился в Вену учиться в кадетский корпус. После окончания там и остался, поступил на австрийскую службу военную. И вот здесь знатоки военной истории наверняка вспомнят, что в Семилетнюю войну, да, вот ту самую, когда у нас зашла звезда Румянцева, Гросс-Егерсдорф, Кунесдорф и так далее, когда мы заняли всю Восточную Пруссию, когда мы воевали с пруссаками в союзе с австрийцами. Вот за наших союзников, за австрийцев, одним из главных полководцев был Ласси, сын нашего Ласси. Генерал Ласси, австрийский наш союзник. Сын нашего Петра Петровича потом дослужится в Австрии до целого имперского, священной Римской империи фельдмаршала. Так что будет 2 Ласси фельдмаршала. Наш русский и сын его австрийский. Следующий вопрос. В романе Пикуля «Фаворит», как я обещал, прочитал об иностранце на русской службе принце Нассау-Зигенском, о его невероятной эрудиции и вообще, насколько правда, что он был очень талантливым полководцем. Принц Нассау-Зигенский. Любят у нас красивые титулы и фамилии романтических героев. Действительно, этот принц неоднократно упоминается на страницах замечательного романа. Скорее всего, нашу телезрительницу привлек эпизод, он относится ко времени как раз путешествия Екатерины II в Новороссию, в Крым. Эпизод следующий. Позволю процитировать, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Потемкин разместился на подворье Киево-Печерской лавры. Хорошие времена были. Екатерина занимала 2-й этаж дома наместника, а на 1-м образовалось нечто вроде бесплатной обжорки. Там обедали офицеры, наспех перекусывали Делинь и Безбородько. Екатерина, стоя на лестнице, любила прислушиваться к разговорам мужчин. Однажды великолепно одетый господин сознанием дела разоблачал политику шведского кабинета. «Кто этот умник?» – спросила она Потемкина. «А, это повар принца Нассау-Зигенского». Господин во фраке из розового шелка отвечал повару с таким знанием политики, что Екатерина снова удивилась. «А это еще кто?» – спросила она. «А, это лакей принца Нассау-Зигенского». «Ну, если таковы повар с лакеем, то каков же хозяин?» И она попросила Потемкина представить ей «последнего паладина Европы», в кавычках. С той поры он вошел в ее кружок. Роман «Фаворит» прекрасный, но это художественное произведение. В действительности все, конечно, могло быть и было немного иначе. Принц Нассау-Зигенский был полководцем, большим военным командиром и флотоводцем, но еще более он известен как удачливый международный авантюрист. Вообще, международный авантюрист – это целая плеяда деятелей XVIII века, от Сен-Жермена и графа Калиостро до рыцарей плаща и шпаги, продававших свою твердую руку самым разным монархическим домам Европы за деньги, за большие. У нас есть те, кто служат за идею, и было всегда так, и есть сейчас, из патриотических, личных, амбициозных, товарищеских, разных представлений, из интереса. Ну, а есть те, кто служит просто за деньги, в этом нет ничего предосудительного. Да и, в общем-то, таких большинство. Но вот такие международные авантюристы, как Нассау-Зигенский, кому только не служили за большие деньги. И делали это весьма и весьма весело. Таков был XVIII век. Имен у этого принца было несколько. В Германии его звали Карл Генрих Нассау-Зигенский, в России Николай,
либо Николай Отто, во Франции Шарль Отто Нассау-Зиген. Ну и, в общем, по происхождению это французский или франко-немецкий аристократ, знатный человек, но не принц. Принцем он именовал себя самовольно. Вы спросите, так можно было? В те времена можно. Его предки, по-моему, даже дед его и родители были лишены имперским судом в Вене права называться принцами. Им было предписано называться баронами. Ну, там это было связано с какими-то неравными браками, в общем, особенности семейного законодательства европейского той поры. В Европе никаким он не был ни принцем, а был бароном. Но наш Нассау-Зиген не был бы Нассау-Зигеном, если бы не плевал с высокой колокольни на решение имперского суда и продолжал и именоваться, и подписываться, и заключать договора, и вступать в брак исключительно как принц. Мать его была француженка. В юности он вступил во французскую армию лейтенантом, воевал в Семилетней войне против немцев. Далее, интересно, попал в какие-то жуткие долги, хоть и барон. Долги будут преследовать его всю жизнь. Видимо, жить посредством не относилось к способностям и талантам принца-барона. И вот он от долгов сбежал не абы куда, а в Южную Америку, точнее, в Аргентину. В Аргентине прятался, прославился тем, что убил ягуара. Ягуар прыгнул на его товарища, а принц прыгнул на ягуара саблей, шпагой, кинжалом, спас товарища. Путешествовал, отправился еще в кругосветное путешествие. Все это скрываясь от кредиторов европейских. Был на Таити, как многие известные наши мультипликационные герои. На Таити тоже прославился. Там с дипломатическими, естественно, целями, ради установления контакта с местными. Был риск, что французскую команду там съедят местные жители. Вот он ради установления контакта вступил в самую что ни на есть интимную связь с женой вождя местного таитянского племени, местного царька. Причем это все было официально, так у них было принято, чтобы доказать свою лояльность. Очень этим гордился, возможно, делал это не без удовольствия. Установил контакт дипломатически с местными жителями. Потом, после возвращения в Европу, поступил на службу короля и инициативно выступил с проектом собрать частную военную флотилию, то есть такую не просто частную военную компанию, а морскую ЧВК. Приобрел или построил 5 фрегатов военных и полностью оснастил их за счет частного инвестора, фамилию которого все вы знаете. Инвестора звали Бомарше. Знаменитый французский писатель, был человеком очень разносторонним. Он занимал высокое положение при дворе французского короля. У него был даже титул генерал-лейтенант королевской охоты. Ну, с учетом любви французских монархов к королевской охоте, наверное, титул был весьма высокопоставленный. Также он был, между прочим, еще учителем музыки детей французского короля и крупным предпринимателем. Кстати сказать, боролся за эксклюзивные права работорговли. Представляете, какой уровень международного бизнеса был? Эксклюзивные права работорговли от имени Испании в Америку. Вот какой-то такой он образовывал Бомарше международный консорциум, ворочал крупными капиталами и потом разорился, в конце концов. Мы его помним как прекрасного драматурга. Все остальное пусть останется на его совести. И очень остроумного человека, безусловно. Так вот, на деньги Бомарше принц Нассау-Зигенский оснастил 5 фрегатов и стал воевать с англичанами. Воевал он не очень успешно. Флотилию Нассау англичане сожгли. И после разгрома своей флотилии он, не унывая, отправился в Испанию, где решил осаждать британский Гибралтар. То есть он вступил в армию испанскую, осаждающую Гибралтар. Осада, штурмы, все там было серьезно. Принц командовал батареей, обстреливал эту крепость. Батарея вся взорвалась. Удачно попало британское ядро в пороховой склад. Гибралтар выстоял. Наверное, иначе и быть не могло, потому что среди защитников Гибралтара был сам барон Мюнхгаузен, ну, по крайней мере, если верить классической книге Эриха Распе. В сражении принца Нассау с Мюнхгаузеном Нассау потерпел поражение, однако испанский король оценил его усилия, наградил его титулом гранда, то есть теперь он был не только принц-барон, но еще и гранд первого класса с правом
внимание, разговаривать с королем Испании, не снимая головного убора. И хотя наш Нассау немало на этой войне заработал, а он во всех войнах участвовал исключительно с целью заработка. И жалование высокое, ну и плюс доля в добыче. Доля в добыче самое главное на войне. Все равно с долгами расплатиться не смог. И опять стал, спасаясь от долговой тюрьмы, мотаться по Европе. Достиг Польши. В Польше познакомился с королем Станиславом Августом. Он умел дружить, видимо, установились у него дружеские отношения. Ну, дальше через короля он познакомился с гораздо более влиятельным человеком, с самим светлейшим Потемкиным. В Польше женился на польской графине, то есть теперь он еще и польский граф, а король ему еще удостоил титула магната. Это высшая польская знать. Дворец был, кстати, в Варшаве. У принца барона Гранта, магната, графа Нассау. Через Августа он втерся в доверие к Потемкину. И когда Потемкин организовывал путешествие Екатерины в Крым, чтобы показать там все свои достижения, и Черноморский флот, доказать матушке-императрице, что не зря все усилия, а они были более чем не зря, Потемкин решил сформировать такой круг иностранцев вокруг Екатерины, дабы придать этой поездке международный статус. Ну и пригласил Нассау присоединиться к большой иностранной команде, сопровождавшей Екатерину во время путешествия. Екатерине сначала Нассау заочно не понравился. Она плохо о нем была наслышана, попеняла, что он пригласил в делегацию какого-то сомнительного персонажа, но потом познакомилась, изменила свое отношение, тоже пленил он государыню-императрицу, видимо, умел общаться. Она его произвела, во-первых, контр-адмирала, взяла на русскую службу, но все-таки он командовал французской флотилией как-никак. Участник кругосветного путешествия, везде бывал, от Аргентины до Таити. Поэтому стал русским контр-адмиралом. Она ему подарила Массандру. Матушка умела делать широкие жесты и большие подарки. Надо понимать, с вами будем реалистами, что тогда Массандра была не одним из лучших, обширнейших виноградников, уж точно в Восточной и Центральной Европе. Не было там никаких дворцов, никаких красот. Массандра была пустырем. А как раз принц Нассау, по легенде, завез из Франции в Массандру виноградные лозы. Первым их там посадил и начал культивировать виноградарство, виноделие. Если это так, то это хорошо. Вот за это мы ему точно скажем спасибо. Это в плюс, как говорится. Дальше начинается служба принца-барона Российской империи. Он участвует в русско-турецких войнах, причем командует грибными флотилиями. Были у нас такие. Победил турецкий флот, сжег под Очаковым. Потом Екатерина назначит его командиром такой же грибной флотилии в Финском заливе. Начнется война со Швецией. Я вас отсылаю к лекции об адмиралах Чичаговых. Послушайте, как раз старший Чичагов – это герой той самой Екатерининской войны со Швецией. Там тоже Нассау одержал несколько побед и был пожалован орденом Андрея Первозванного. Беда вот в чем. Я, честно говоря, не знаю, как Нассау общался с матросами. Вероятно, все было через офицеров и мичманов, потому что русским Нассау не владел. По легенде, по-русски он знал только два слова. Две команды. И те с чудовищным, вероятно, французским акцентом. Зато кричал их очень громко на корабле. Это была команда «Вперед!», «Пирог!», «Пирог!», произносил как «пирог», нашим слышалось. И грибная флотилия все-таки «Гриби». «Гриби» – это по Нассау было «грибы», «грибы», «грибы». В общем, наши матросы прозвали его «Пирог с грибами». Как у нас был генерал Венцов-Огородие, а адмирал Нассау-Зигинский был «Пирог с грибами». Вперед, греби! Русско-шведская война. Чичагов одерживает большую победу, а грибная флотилия Нассау к моменту этого сражения под Выборгом не успела. И принц Нассау, амбициозный, настолько раздосадован, что не смог отличиться, что он решил добить шведский флот в одиночку. Несмотря на крайне невыгодную для грибных судов погоду, как писали потом, предпринял абсолютно авантюрную атаку своей грибной флотилией на шведский флот и был тотально разгромлен. Это было большое поражение. Много наших моряков погибло. Кстати, это вообще последнее в истории сражение с участием большой грибной флотилии. Так в один миг
доселе непобедимый на русской службе Нассау, потерял всю свою репутацию великого флотоводца. Гордый принц-барон, граф-магнат Грант, попросился в отставку, отправил во дворец Екатерине свой адмиральский патент и все свои ордена, полученные на русской службе. Императрица оценила его благородство и вернула ему ордена и патент со словами: «Мой дорогой принц, одна неудача не может истребить из моей памяти то, что вы 7 раз были победителями моих врагов и на юге, и на севере». Вот так красиво. После окончания русско-шведской войны, которую, к сожалению, кстати, из-за поражения этого последнего, мы свели в ничью, к нему приехал какой-то француз из Парижа с совершенно сумасшедшим проектом. И с этим проектом Нассау стал мотаться по всему Петербургу, вербуя себе сторонников. Это был проект ни много ни мало. Только наш принц мог, конечно, всерьез этим озаботиться. Проект организации похода в Индию. По Волге, через Среднюю Азию, затем через Гималаи. Нассау пробился к Екатерине и проект свой ей представил. Бумаги попали к Потемкину, и Потемкин, человек практичный, высмеял эту идею. Конечно, он не состоялся. Хотя потом, помним с вами, Павел Петрович с Наполеоном вновь всерьез к этой идее возвращались. Далее во Франции революция. И революционные войска, все эти оборванные с большим энтузиазмом и боевым духом, французские полки захватывают родовое владение принца, город Зиген, земля Северная Рейн-Вестфалия. Вы спросите, почему, владея целым городом, наш принц-барон постоянно скрывался от кредиторов и постоянно был в долгах? Ну вот потому что жить посредством, возвращаюсь к началу нашего разговора, не умел. И принц отпросился у Екатерины домой, во Францию и Германию, где стал собирать французских эмигрантов, роялистов, для организации освободительного похода освобождать свое графство, свой город. Всех этих роялистов он за свой счет кормил, поил, возможно, вооружал, распродал все подарки от Екатерины, включая золотые шпаги за храбрость. Опять остался всем должен, но военный поход освободительный так и не состоялся, потому что должных денег Нассау не собрал. Все, что собрал, опять как-то неудачно растратил. А тем временем, когда наш дорогой принц, барон Нассау-Зигенский, отправляется в Европу, пытаясь отвоевать свой город, свои родовые земли, в России к власти приходит император Павел I. И вот, пожалуйста, показываю вам уникальный экспонат. Это мундир офицерский батальона великого князя Константина Павловича, входящего в состав гатчинских войск. Собственно, это мундир офицера гатчинца. Ну, что такое гатчинские войска, мы понимаем с вами. Так назывались отряды войск, расположенные в Гатчине и Павловске и находящиеся в непосредственном распоряжении цесаревича Павла Петровича, в бытность его наследником престола. То есть ни к каким государственным делам матушка его на пушечный выстрел не подпускала, на войну ехать не разрешала, сколько он раз не просился, командовать боевыми частями не позволяла, но забавляться поблизости, относительно поблизости от столицы, в Гатчине, это пожалуйста. Создай свою маленькую армию, строй там все, что хочешь, хоть микрофлотилию, открывай аптеку, открывай больничку, только не лезь в государевые дела, дорогой мой сынок. И не напоминай мне о своем отце. И вот мундир офицера-гатчинца. Чем он интересен? Кстати, гатчинская армия была не такой уж маленькой. Когда императрица скоропостижно скончается, и гатчинцы войдут в Петербург, то, как вспоминали современники, у нас сложилось ощущение, что в течение дня столица занята иноземным войском. Ну, иноземным, потому что они были суровы, очень хорошо подготовлены, организованы, и несколько тысяч пехотинцев и кавалеристов моментально взяли под контроль в столице мосты, телеграф, телефон, вокзалы, шучу, Зимний дворец, в общем, все ключевые точки. Даже попыток как-то перехватить власть у Павла Петровича, ведь была же еще фракция и Александра, и, наверное, много о чем еще мечтали тогда Зубовы и иные, но даже попыток никто не пытался предпринимать. Гатчинцы быстро
все взяли под свой тотальный контроль. Чем интересен этот мундир? Обращаю внимание, смотрите, видите, какое необычное шитье? После переформирования гатчинского войска все его подразделения побатальонно были включены в разные гвардейские полки. Вот непосредственно этот батальон был включен в состав полка Измайловского. Измайловский – это 3-й полк Старой гвардии. Преображенский, Семеновский, 3-й Измайловский. Преображенский, Семеновский – это полки, созданные Петром I, а Измайловский 3-й полк создан как раз при Анне Иоанновне. Читайте, друзья мои, Николая Павленко, Анна Иоанновна и «Ледяной дом». И вот когда в составе Измайловского полка появились гатчинцы с таким вот шитьем, прошло год, 10-20, и родилась удивительная легенда. Откуда такое странное шитье? А это же коса недозаплетенная, коса императрицы Анны Иоанновны. Мол, в свое время ей принесли на утверждение, как будет выглядеть мундир, там, позументы и всякая атрибутика создаваемого нового гвардейского полка. В этот момент наша императрица сидела у окошка, пряла поздно вечерком, заплетала себе косичку и, небрежно махнув в сторону своей косы, сказала: пусть так это все и выглядит. И, восприняв это указание буквально, недозаплетенная коса появилась на мундире Измайловского Анны Иоанновны гвардейского полка. Легенда красивая, конечно, никакого отношения к реальности не имеет. Все вот эти золотые вышивки были взяты цесаревичем Павлом Петровичем для своих любимых гатчинцев из немецкой, точнее говоря, прусской военной моды того времени. Вот у прусаков в конце XVIII века такое странное шитье было довольно распространено. Согласитесь, что недозаплетенная косичка – это звучит красиво. И он прибился уже к королю Пруссии, получая жалование как от него, так еще и тайно-секретно жалование от Екатерины, потому что он стал нашим тайным агентом Штирлиц при дворе прусского короля. И основная его задача, как секретного русского агента влияния, была уговаривать прусского короля во всем поддерживать политику Екатерины. Делал он это успешно, надо сказать, потому что Пруссия весьма активно участвовала, в том числе с подачи принца Нассау, в подавлении польского восстания после очередного раздела Польши. Польское восстание Костюшка, то есть наши, Суворов, с востока, а немцы с запада. Вот мы все время забываем, что вольнолюбивых поляков ни одна жестокая Российская империя наказывала. Не только мы подавляли разного рода польские мятежи и выступления. Нет, с не меньшим и с большим энтузиазмом этим занимались немцы. Как немцы прусские, так и немцы австрийские. В этом не видится какая-то историческая несправедливость. Вспомним новейшую историю. Пражская весна. Мне, как человеку, учившемуся в институте чешский, и страноведение у меня была Чехословакия, я с большой симпатией отношусь к этому трудолюбивому и остроумному народу, к чехам и словакам, но вот несправедливость. 1968 год. Пражская весна. Советские ввели танки в Чехословакию, в Прагу. По-разному можно оценивать. Социализм с человеческим лицом мягко, но настойчиво гусеницами раздавили. А почему мы забываем, что со всех сторон, с юга, с севера и с запада, такие же ограниченные контингенты своих войск, между прочим, с танками, ввели армии Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики и социалистической Венгрии. Что мы были лишь одни из 4. И это было коллегиальное общее решение всех 4 соседей Чехословакии помочь чешским коммунистам справиться с оппозицией. Это было общее вооруженное вторжение. А отвечаем за это только мы сегодня. То же самое было с разделами Польши. Немцы с запада, а мы боролись с мятежниками, наступая с востока. Такова была реалполитик того времени.
Кстати, мой отец, который участвовал как раз в тех событиях 1968 года с нашей стороны, со стороны Советской армии, вспоминал, что больше всего не повезло тем чехам, словакам, которые оказались рядом с венграми, с венгерскими войсками и с немцами. Уж те-то ребята вели себя по отношению к местному населению гораздо жестче, чем добрые русские парни из советского контингента войск, введенных в 1968 году в Чехословакию. Гораздо жестче. Ну ладно, это я отвлекся. В самом конце своей жизни принц Нассау решил продаться на службу к Наполеону. Но хотел стать сразу имперским маршалом. Наполеон его не взял. У него своих маршалов хватало. Может быть, не таких знатных, но ничуть не менее одаренных и гораздо более энергичных и предприимчивых. После этого принц окончательно успокоился, уже был не молод. И поскольку стать наполеоновским маршалом не получилось, решил сделаться фермером, точнее говоря, садовником. Поехал на территорию современной Украины, в Россию вернулся, в имение своей польской супруги, это современная Хмельницкая область Украины, которая досталась ему как раз как приданное от польки его жены. И занялся сельским хозяйством. Там в имении и умер. На своей могиле распорядился никаких надгробий, никаких памятников не сооружать, а высаживать только его любимые цветы, которые он выращивал последние годы. Ухаживать за его цветами должны две самых красивых местных девушки. Принц учредил специальный фонд. В случае замужества девушкам из этого фонда выплачивалось приданное. Они отпускались таким образом к мужу, а на их место для ухода за цветами односельчане должны были выбрать новую главную красавицу. И, собственно, ей тоже из фонда выплачивалось какое-то содержание. Не знаем точно, сколько выполнялось его завещание, поскольку впоследствии поляки на этом месте, на месте его могилы, выстроили костел, и, в общем, ни могилы, ни цветов не стало. Вот такой принц Нассау был большой оригинал. Весь такой был XVIII век. Жалко, конечно, что Россия в результате того его последнего авантюристичного морского похода потеряла плоды побед Чичагова над шведами. Моряков жалко. Если бы не то последнее сражение, так бы он остался в нашей истории очень и очень удачливым флотоводцем. Как говорится, надо уметь сдержать свои страсти, не ревновать к победам сослуживцев, вообще уметь вовремя остановиться. Этому учит нас история. Но кому и когда в нашей истории удавалось вовремя остановиться? Ну, а мораль этого рассказа простая. Империя, она на то и империя, что честных и храбрых, хоть ирландцев, хоть чеченцев, хоть немцев, хоть французов, хоть принцев, хоть баронов, хоть бурятов, хоть калмыков. Как сказал наш классик, и лучше мы не скажем всяк сущий в ней. Империи язык, и гордый внук славян, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. Любой из них, если он храбрый, честен, вне зависимости от национальности, от веры, будет ценен, дорог и полезен империи, и обретет в ней свою новую родину, и может быть вознагражден по заслугам, и может остаться здесь, и родить здесь десятки детей, и обрести здесь новую родину. В этом было, есть, и дай Бог будет очарование России, потому что история наша едина, непрерывна, и во многое повторяется. В этом и сила Российской Федерации. Мы страна для всех. Приезжайте в Россию, любите русскую историю. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч.